Привет, дружочек. Любишь страшные сказочки на ночь? Правда? Но сегодня не будет страшных сказочек. Сегодня будет правдивая история про то, как я расквитаюсь с надоедливыми наглыми и вкусными детишками. Но обо всем по порядку. Много лет назад, когда на вашей никчемной планете не было даже динозавров, меня занесло сюда на куске метеорита. Выглядел я, конечно, не как клоун. Боже упаси, тогда даже людей не было. А каким я был, уже и сам не помню. Но, допустим, таким. Камень, на котором меня к вам занесло, пробил земную кору, похоронив меня на миллионы лет где-то глубоко под землей. И спал бы я там вечно. Но тут появились вы, людишки. Стали строить города, копать землю. И разбудили меня. Ох, зря. Я проснулся и был голоден. Первым ко мне в пещеру забрел пастух в поисках своих овец. А потом в разные годы были епископ, кухарка, инженер, бойскаут и так далее. Но знаешь ли, в чем дело? Голод просыпался каждые 27 лет. Ведь это не часто, правда? Один человек за столько лет. Крокодилы и акулы съедают больше, чем я. Но они вас не пугают. Вас пугает Пеннивайз. Кстати, про Пеннивайза. Ты знаешь, что я могу принимать разные формы? Однажды, когда я охотился на одного мальчика, я превратился в его бабушку. А один раз обернулся мороженщиком. А потом я увидел, как клоун на улице раздает шарики детям. Они ему так радуются. И тут я понял. Вот оно. И так я стал Пеннивайзом. Смотри, как я умею танцевать. А теперь послушай мой смех. Правда здорово? Главная моя добыча не люди, а их страхи. Обожаю страх. Я питаюсь страхом. Иногда и есть никого не надо. Если испугать человека хорошенько, то аппетиты мои удовлетворяются прекрасно. Например, одна девушка страшно боялась пауков и своего пьющего отчима. И вот, когда она уже легла спать, я выполз из шкафа в форме гигантского паука. Она так кричала. А потом голова насекомого превратилась в голову ее отчима-алкоголика. Она вообще сознание потеряла. Вот смеху-то было. А как-то раз я подслушал, что один мальчик думал, будто в канализации кто-то живет. И вот когда он пошел чистить зубы, я решил его испугать. Он склонился над раковиной, а оттуда из трубы полезли длинные скользкие руки. Схватили его за запястье и не отпускали, пока он вдоволь не наорался. Я тогда хохотал громче, чем он орал. Но знаешь что? Не все меня боятся. Однажды я решил напугать старушку. Пришла она в гости к своему соседу, но, как ты уже понял, вместо него в кресле на веранде поджидал ее я. И вот сидит она, пьет чай и на жизнь жалуется. И тут я наклоняюсь вперед, лицо мое удлиняется, и вдруг пасть как раскроется. Я ей тогда все свои зубы показал. Она сначала перепугалась, а потом плеснула мне кипятком прямо в лицо. Вот тогда я не смеялся.
Мерзкая бабка! Видите ли, я уязвим, когда меня не боятся. Я буквально таю от чужой смелости. Но разве можно не бояться такого, как я? Конечно же нет! Ты спросишь меня, что я тут делаю? Ведь я выходил на охоту 12 лет назад, и спать мне положено еще 15. А я вот что тебе скажу. Люди сами виноваты! Завелась в вашем городишке мерзкая девчонка по имени Лиза. Приехала сюда выведывать, куда 12 лет назад ее старший брат пропал. Стала наводить справки, пошла в архив и узнала, что, оказывается, в этом городе люди часто пропадают. А тут еще ей та бабка рассказала, что живет, мол, в том городе монстр, которого она сама видела. И вот сколотила она банду из таких же недотёп и пошла искать меня. И нашла. И вот как это было. Я сплю в своей канализации глубоко под землей, весь покрытый плесенью и пылью. Вдруг слышу, как кто-то орёт. Я открываю глаза, а это подростки. Увидели меня, стали кидать камни и кирпичи. Я долго притворялся мертвым. Но потом решил, раз они так хотят меня разбудить, то, пожалуй, я встану. И как выпрыгнул, как засмеялся, как начал танцевать. Они побелели от ужаса. Особенно перепугался толстяк. Визжал, как поросенок. Короче, наделали в штаны и убежали. И раз они меня разбудили, значит, будут наказаны. Первым я решил перепугать пухляша. Знакомьтесь, Тима. Тима любит зомби. На стене у него висит огромный плакат с зомбаками из одного очень известного фильма. Вот он зашел в свою комнату и собирается выключить свет. Давайте дождемся, когда он ляжет, и перепугаем его как следует. Любишь зомби, Тима? Так знакомься с ними. Слабак. А теперь давайте испугаем Кирилла. Знакомьтесь, Кирилл тайно влюблен в Лизу, трус и неудачник. Сейчас он сидит на приеме у школьного психолога. Отгадайте, кто сидит напротив вместо доктора Заучки. И вот мальчик рассказывает, как он боится злого клоуна, как ему страшно, но он не хочет выглядеть трусом в глазах Лизы, бла-бла-бла. Ой, что это? Воздушный шарик в кабинете доктора? Но откуда? А, вот откуда, Кирилл! А теперь твоя очередь, мерзкая девчонка. Хотя тут надо остановиться и рассказать чуть-чуть подробнее. Вот Лиза вздыхает над фотографией исчезнувшего старшего брата. Он пропал 12 лет назад. Когда-то он и Лиза вместе жили в одном приюте для бедных сироток. Но потом он пропал, а ее удочерили. Бедный мальчик оказался не в то время, не в том месте. Хотя, подождите-ка, я его не трогал. Этого пацана похитил кто-то другой, если его вообще похищали. За то, что ты меня разбудила за преступление, которого я не совершал, тебе достанется больше всех, Лизочка. Прикинусь-ка я ее братцем и постучу в ее комнату. Здравствуй, сестренка. Обними же меня, вот он я. Соскучилась? Правда, я не изменился. Чего же ты боишься больше всего? Дай-ка я посмотрю в твои глаза. Ого! Да кто же это?
Ну что ж, юная леди, познакомьтесь со своим самым жутким страхом. Сейчас я выйду из комнаты и буквально через секунду вернусь. Не скучай. А вот и я, Лизочка. Начинай орать. Давайте же, детки, созванивайтесь, собирайтесь в компанию, чтобы я за вами не бегал по городу. Ну вот и они. Долго ждать не пришлось. Идут, перешептываются. Ну здравствуйте, дети. Что вы говорите? Вы меня не боитесь? Ну, а если так? А если вы не боитесь маленьких пауков, то, может быть, вы испугаетесь огромного паука? Стоп! Кто кинул в меня камень? Кто-то перестал бояться? Кто посмел обидеть Пеннивайза? Это еще кто? Где-то я уже видел эту отвратительную родинку над губой. Да это же твой брат, Лиза. Он стал бездомным. Но почему же он меня не боится? А если я стану мостовым червем? Вы же бездомные отбросы должны их бояться. Ну почему они меня не боятся? Бойтесь Пеннивайза сейчас же! Перестаньте в меня кидать, мне больно! Я вернусь, я еще вернусь! За тобой первой, мерзкая девчонка! Вы думали, я погиб? Нет, я просто отправился туда, откуда выберусь, когда придет время. А пока послушайте историю про то, как один мальчик, над которым издевались в приюте, сбежал оттуда, бросив сестру, и много лет скитался по разным городам, числясь в списке без вести пропавших. А потом вернулся в город, потому что узнал, что сестра ищет его. Ну что ж, дружочек, в этот раз ты появился вовремя и спас всех. Но в следующий раз вам не спастись. Этот день настал. Я запустил свой канал, и называется он моим именем и фамилией Антон Посохов. Первое видео уже на канале, и это интервью с монстром, а точнее с Пеннивайзом. Переходите на видео, которое сейчас на вашем экране, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь. Мне нужна ваша поддержка. А пока.